я видела такие во сне огромные деревья, но я была как будто бы на земле, где лежали листья от этих деревьев, и они такие каменные были, огромные, вот такой толщины. И вдруг я увидела машину, которая ехала и перемалывала, собирала эти листья, перемалывала и вот так вот выбрасывала. И я смотрю с удивлением таким и прямо вижу и слышу песок. А перед этим я как раз смотрела видео, какое-то видео было на "Ютубе", где там было, показано, что в некоторых местах песок просто насыпан какими-то кучами, типа он не должен быть тут. Даже в Украине есть такие, песчаные дюны. Вопрос, откуда они там взялись, да? И дело в том, что когда я путешествовала по Южной Америке, была в Перу, я видела на собственные глаза удивительные вещи, которые, ну, как лежат просто на поверхности, и сами выводы напрашиваются. Например, мы ехали 500 километров на юг от Лимы, и там такая каменная пустыня. Такое впечатление, что все раздроблено, какие-то камни, камни, камни такие были, и скалы, горы каменные. И тут вдруг песок, куча песка. Просто так, среди камней. Одна куча, потом вторая куча, потом из третьей такой кучи большой, как холм, выглядывает старая крепость. То есть просто крепостная стена. То есть кто-то специально песком засыпал целый город. Чем это нужно было таким огромным засыпать, чтобы это можно было. Оно такое впечатление, знаешь, как детки в песочнице играются. Так просто кучка такая ровненькая, и там она осыпалась. А почему это все там в таком виде? Потому что в Лиме нет дождей вообще. Никогда. За последние 100 лет, которые вот идет, отслеживаются эти погодные условия, там не шло ни одного дождя. Деревьями и кустарниками не закрыто то, что в других местах нашей несчастной, разбитой планеты закрылось густыми лесами, травами и кустарниками. Там это все стоит в том виде, в каком оно вот, как будто бы время застыло. И вот что интересно, как оказывается, этот сон, который мне приснился, он был как раз в тот день, когда начались пожары в Лос-Анджелесе, и у нас получилось 3 расследования. Первое, второе, и я потом говорю: "Женя, мы никак не дойдем до этих механизмов, что же это такое?" И на третий раз вот наконец-то оно вышло, эти механизмы. Но мы-то подобрались еще к одной очень интересной теме, которая уже начала проглядываться в последнее время. Это именно то, о чем ты говорила. То есть это тема карантина, Планетарного карантина. планетарного карантина. И сейчас я готова на это посмотреть по твоим аспектам, по твоим вопросам, потому что лично меня это как бы этот вопрос, ну, никогда не волновал. Ну да, а у меня почему-то он, знаешь, вот приходит уже в течение года. Вот у меня почему-то у меня вот именно планетарный карантин. Мне Да, вот интересно, знаешь, что кто, ну вообще, что это такое, что это за механизм, как раз, ну потом, если он есть, если он сейчас действует, да, то кто это сделал, с какой целью это сделано, да, как бы как он влияет на планету и на, ну там, те живые души, которые воплощены на планете, как бы и что там конец вообще близится, и кто вообще решает про этот окончание карантина, знаешь, ну вот что нужно, чтобы он закончился, и как повлияет его окончание тоже и на людей, и на планету, ну, на всю ну систему. Вот это мне интересно посмотреть. Виктория, ты в эфирном пространстве. да. Что ты видишь?
А я вижу, как со стороны интерферентов и магии, как будто бы такие черные существа натягивают на планету, считывается капюшон. И что это за капюшон? Что это за энергия? Как она считывается? Оно считывается уязвимость, Что это значит? карантин, А уязвимость? меры предосторожности, а уязвимость, сейчас я посмотрю, к чему оно имеет отношение, имеет к какому-то существу, которое как будто бы в разноцветном палантине таком сидит, и какой-то механизм у него вот такой, а, как шестеренка, а считывается карусель. И он перед лицом вот так вот плоско, как колесо, и он так вот крутит. Какое-то существо а, странное в таком с капюшоном и в таком белом халате или палантин такой, Так. Что это и за разноцветный, и там существо? какие-то. А Кто? внутри вот это, что я в последнее время его вижу, раньше никогда его не наблюдала. Оно такое, как червяк, м, просто как червь черный, такой слизняк такой. Так. Руки такие, как искусственные, ноги и голова. Так, это вот это разноцветное существо в капюшоне? Он черный, а это плащ у него такой белый и с какими-то красными узорами, как пятна такие. Вот. И когда я на морду лица посмотрела его, то он вызверился на меня, как бы напал. И морда сразу такая стала, как считывается Люцифер, а она такая, как с рогами, с какими-то отростками. Но я смотрю на него, а он так, ну, как бы прыгнул на меня, это выпад такой мордой. А я на него смотрю, и он так сжался, и как бы в этот костюм свой, как панцирь этот костюм, просто зажался туда. А вот это колесо, сейчас его так взяла, заморозила. А это колесо, оно выглядит как вот это колесо обозрения. Так, что это Крутится вот за так по механизм? отношению. Считывается карусель, и вот там такие, ам, как будто бы ковши такие. И я вижу, что они как бы э, вот так опускаются вот сверху, да, опускаются и так опрокидываются, и оттуда как золото высыпается. Так, а что это за золото? Что это за энергия? Считывается добра народов. И вижу, как такие пляски какие-то дикие И кто в там этом пляшет? золоте. Считывается человеческая неразумность. То есть сверху вот эта энергия, как золото, она считывается непроницаемость, защита, а внутри эта энергия, как люди, как будто бы пляшут в бубен. Сейчас я считаю, что это означает. Считываются шаманские практики, и идет связка с сектором магии. Так. Считываются демонические аспекты жизни, поклонения. И вижу, как на планете, где-то вот так сбоку, сидит такой, как престол, и сидит, считывается царь земной. А кто это такой? И сидит с рогами. Сейчас я смотрю в таком
красном плаще, и я вижу, считывается Ватикан, и вижу, что этот вот существо сидит высоко как бы в небе на этом черном престоле, и он сидит на этом шпиле в Ватикане. Ватиканский этот собор внизу, а как будто бы вверху ионосфера. Так, Находится вот этот престол. так. Что это за царь земной? Кто он такой? Приказом отвечать. Вот он, вижу, о, э, пуговицу вот так как-то отсюда отстегивает, и, и выходит такой, выезжает на коляске такой дедушка в белой такой шапочке, папа римский. И как Папа Римский связан с этим царем земным, который там восседает на носфере? А вот этот папа римский, он как будто бы в этом палантине внизу. Оно вот так вот все связано. И вот это э, в- земное измерение, это как раз и есть эта часть этого плаща белого. Мгм. Почему он белый, такой плотный? Да. Считывается Почему он? гипноз. А Мгм. красные эти пятна считывается кровь праведников. То есть Так. на воплощенном уровне Папа Римский представляет власть, он есть, ну вот считывается антихрист. Мгм. А что означает антихрист? И я Смотри. вижу, он вот так вот раскрывает как бы грудь, и там такая черный провал, как черная дыра, и там такой полумесяц. Считывается демоническое христианство. И что это значит? Он опять считывается как э, владычица э, морская, почему-то идет в женском роде. А море это красное, как кровь, преступница, преступление. И я вижу, как это как женская фигура, считывается женские энергии, вот э, средний, среднее измерение над физическим, как будто бы такая, она считывается проститутка, такие женские ноги, которая вот эта фигура входит как бы в престол этого, что вверху. У нее между ног выпадает такой, как мешок черный, считывается яд. Что это за яд? Что Э, это за энергия? Я вижу там перевернутый крест вверх ногами, и такая энергия, там жижа такая черная, магия, считывается высших сфер. И вижу, что кто-то как будто бы берет этот перевернутый крест и рисует вот на этом плаще этой сущности, которая сидит в секторе интерферентов, которую я заморозила. На плаще рисует такие крестики вверх ногами Так. на этом Кто это рисует? палантине. Кто рисует? Я приказываю проявиться. Ну вот, этот папа римский, Франциск, наверное, звучит, который сидит на таком, как на коляске с колесами, М. и у него он рисует вот как будто бы своим пиндером. То есть Так, его, приказывай ему отвечать, что это он делает. он говорит, что он разрисовывает
палантин дьявола, и там такой ребеночек, символ ребенка, светленький такой Так. малыш считывается, рожденный. Сейчас я посмотрю, что это за малыш такой. Это какой-то символ. Так, что это Он за символ? говорит символ Рождества Христова. И для чего он им, этот символ Рождества? Я вижу, когда он это сделал, то вот этот символ этого ребенка, вот как будто бы на этом плаще с правой стороны. А в этот момент, когда он это сделал, то а, вот этот Люцифер изнутри вырывается, а этот плащ как будто бы скорлупа такая, он не движется вообще. Мгм. То есть это видимость храма Божьего, оно считывается вот так, видимость служения Богу, это вот символ этого плаща, палантина. А этот дух вырывается и вздымается, он набирает силы. Я вижу, как а, это символ, это проститутка, вот у нее ноги как-то вот так вот закручиваются, и она как будто бы врастает там в третье измерение, вот там на небесах, и этот черный демон вот так вот распространяется по всей земле, идет такая, считывается мрак, морок, и как тень такая падает на всю планету. Так. А что ему дает силы? Что он набирается сил? От чего именно? Ам, Ну, я слышу девочка, то есть это служение, вот эти цикличные праздники, а, оно считывается как служение, и вижу девочку, младенца девочку, и вижу, как они потыкали ей между ножек чем-то, а потом они берут ее и едят. Так. А когда этот престол, этот царь земной, вся эта конструкция вообще впервые появилась в нашем пространстве? Я слышу, вот это идет, что пришли потихоньку. Так. И вижу, что они как идут вот так вот, эти темные, постепенно. Считывается, заедают детей человеческих. Что это значит? Я вижу какой-то храм, такие колонны, и там лежат такие девушки. Считываются храмовые проститутки. Так. А с какой целью они пришли в наше пространство? Это культ Астарты. Это многие культы, и вот один из этих культов. И они рождают детей, которых потом приносят в жертву. Вот культ Молоха, культ Астарты. Буквально я вижу, что им, этим младенцам, как будто бы косточки ломают. А вот эти Хребет, сущности, да, вот да, эти вот сущности, да, вот, ну, вот эта конструкция, да. она откуда пришла вообще в наше пространство? Я слышу Осирис, и это тянется под ключиков в сектор интерферента. И вижу внутри, там такое сияние. Мне туда полететь или что? Просто считывай. Туда не входи в то пространство, просто считай, что это за сияние. Там что-то сияет, считывается души человеческие, награбленные. Там какое-то пространство.
Так, а где они грабили эти души человеческие? Я вижу, что у них как будто бы солнце искусственное из человеческих душ. Там оно светит им. Это на физике или на тонком плане? Это искусственное солнце, которое им светит. Сейчас я посмотрю. Какая-то дегидрация. Сейчас я посмотрю, что это. Но пока я смотрю это в эфирном пространстве, и потом идет такая спираль. Это солнце. И да, есть на физике. То есть это, правильно я понимаю, что это родное пространство вот этих сущностей, которые у нас сейчас, вот этот царь земной и его все эти вот структуры. Да, да, это чужое пространство, которое проникло в наше пространство. Это Так, и, другое измерение. и получается, для ихнего существования им нужно питать это свое искусственное солнце как раз душами человеческими. Правильно я поняла? Да, да. И А, да, я вижу. а наше пространство это единственное, откуда они воруют души человеческие? Я слышу, солнечная система погибла. А, И я вижу, слышу карантин. Вот такое серая пелена вот оттуда идет, и вот так вот она закрыта. И только земля светится. А, вот она крутится, вот я ее вижу со стороны. так. Вся система солнечная поломана на самом деле. Она вот так, законы, искажены. И она вот когда движется вот так вот, то оно вот так все там, как будто бы хрустит, ломается, коричневое все. И только, как бы держится все на одной планете, на Земле. Она живая, еще живая. На Так. 10% она живая еще. Так, а скажи, с другими солнечными системами они такое же делали, делают что-то, ну, или наша единственная такая система? Я слышу, что вот когда я смотрю в этот, карантин, в это все, я слышу, что поглощено, много световых лет. Идет какое-то, что время поглощено. Мгм. Это речь про нашу солнечную систему все. Да. Хорошо. А когда впервые эти сущности появились в нашей солнечной системе? Что Так, произошло, когда они появились? я вижу, что они считываются инакомыслящие, чужие. Это другая система совершенно какая-то. И вижу, как, из этого портала они вот так как будто бы подвигают, демонстрируют такую, а, вот как змейка такая черная, что-то вот такое, искусственное. Так, а где чье разрешение, что они вот... Считывается семя раздора, семя. Чье разрешение, что они оказались в нашей системе солнечной? Где это разрешение? Опять то, что я вижу, в сеансе с Евгением, на прошлом сеансе мы смотрели, вдруг вижу, какой-то этот царь, который сидел на троне, человеческий, э, Так. генетически чистый считывается. Вдруг, с каким-то неистовством нападает, на лежащую, а, я вижу, притворяющуюся девицей, ой, какую-то демоницу. Так. А почему он Это вдруг... вот именно это, как Люцифер выглядит. Вот как этот, который в этом палантине, в этой скорлупе. Вот так это перед троном лежит эта, девица, а создается такое, как поле,
считывается поле изобилия, то есть, а он смотрит на нее и видит женщину. Я слышу, что он утратил способность видеть в тот момент, то есть Так. считывать, то есть поломался у него вот этот механизм, он не считал, кто это, то есть он считал, но м, сделал неправильно, считывается хибный крок, ну, крок, то есть Шах. шаг неправильный. То есть он буквально сказал своему, душа, вот так вот как бы вынырнула и говорит, а он говорит: "Заткнись, молчи". Так, хорошо, мы еще вернемся к этому царю человеческому, пока заморозь эту ситуацию. Да. А пока вот считай вот этот карантин, который ты видела, какая его суть? Я слышу: "Оградить от погибели остальной мир". И я вижу, я слышу, что это одна я слышу ячейка, и вижу всю систему, всю Вселенную, вот как Наутилус вот так закручена. Вот. И один из фрагментов вот этой голограммы заражен. Мгм. И для того, чтобы и вот я вижу, как от этой зараженной части, идет, вот такая белая гипнотическая, спираль, и Так. она уходит, в сектор магии. И вижу там книга такая большая. Что это за книга? Она какая-то каменная, почему-то окаменевшая. Считывается, что ее стоит кто-то, как будто бы листает, Так. смотрит. Кто это стоит, ее листает? Я приказываю ему проявиться. Вот там этот дух, Люцифер считывается. А, Приказываю отвечать, что это он делает, что это за книгу он листает. он вот так вот по руке ее бьет и говорит: "История человечества, каменный век". Так. И что именно он делает с этой историей человечества? Он говорит: "Превращает". Ну, превращать от слова, ну, как бы привратник, то есть превратить в что-то. И во что именно он превращает? А вот он, показывает, да, вижу, как эта книга, ее элементы составляют именно, вот этот, палантин и вот эту накидку, которая затягивает пространство планеты Земля. И в чем суть этого палантина? Почему он затягивает? Ну, я сейчас вижу, этот образ идет как, повязка на глаза. И это не просто повязка, а как имплант черный на глаза не видеть. С такими внутрь идут черные, как гвозди через глаза человека и уходят привязки. То есть сразу в сектор интерферентов эти черные. Я слышу, не видеть себя, считывается этот имплант, не видеть себя частью божественного мира. То есть люди отождествляют себя с темными, с пришельцами. То есть вот эти пришельцы в духовном плане, они наполовину духовные, наполовину физические. То есть они, им нужен, вот это сейчас мне пришло, им нужно физическое проявление, эти ритуалы, ежедневные, еженедельные, ежемесячные, вот это повторяющиеся в этом культе, для того, чтобы создавать
вот это покрывало физического проявленного действия для того, чтобы они могли удержаться в нашем пространстве. То есть я вижу, что вот этот культ смерти, который представляет фактически собой это христианство, оно как бы переняло эстафету напрямую из культа смерти, только назвала себя по-другому христианством, но на самом деле это продолжается культ вот этого бога смерти, и слышу вот как говорю, куль-куль-куль какого-то клана, этого этого мексиканского, Мгм. южноамериканского бога, это там культ зародился. Нет, не там. Он там процветал, а зародился, то есть я вижу, что вот где Новая Зеландия, а, Индия, и вот там такой как треугольник. То есть вот эти культы. И они Так, давай мигрируют туда-сюда. эту всю информацию мы проявляем на свет, обличаем их всех, их суть, кто они на самом деле, к чему и кому они служат. Мы это делаем, и этот вот, который слизняк, который там спрятался в этой скорлупе, то есть вот эти все служения церковные, они создают вот этот панцирь, эту Мгм. видимость, да, этот панцирь. И он так еще съежился и зашипел вот так на меня и говорит, пришла урания. М. Проявляем всю ихнюю суть, Да, обличаем все на свет, кто они на самом деле, для чего эти все ритуалы, к чему они служат, для чего они, кому они. Это все мы проявляем на свет, все это я обличаем вижу, их как этот полностью. карантин, этот палантин, карантин, он вот так заворачивается в трубочку, а этот Франциск, этот Папа Римский, вот так смотрит, сидит и видит этот его пиндер черный, то есть это символ магических действий и силы Люцифера. И я ему приказываю убирать всю его магию к нему же, потому что он выполняет действия, противоречащие конам живых божественных душ. Я передаю информацию, чтобы все эти души, которые вот ушли через этот, а, э, вот Спираль, это, ну, этот, как, а, ну, как карусель. колесо сансары, да. То есть они забирают жизненную энергию через эти контракты человеческие, которые завязаны и приносят из поколения в поколение, ну, с рождения в рождение свою энергию. И также и есть люди, ну, как бы с воплощением, в воплощении до этого времени теряли свой потенциал. Вот. А сейчас я передаю эту всю информацию людям, и они там внизу, где это солнце, почему-то идет оно, клокочет, эти люди начали шуметь, возмущаться. Я им показываю тот путь, по которому они пришли, чтобы они Мгм. возвращались по этому пути. Что они И вот могут отказаться, да, питать ихнее солнце, отдавать свою энергию, свой потенциал. Они могут я вижу, что забрать. они возвращаются и упираются именно в тот момент, когда их ковшом как будто бы вот так поддели. И там такой черный магический считывается эгрегориальный, как коготь Так, коршуна такого. Сейчас я посмотрю. что это такое? И вот этот коготь на такой книге. а, вот один человек, как ангел, стоит с крыльями, и вот перед ним эта книжечка и такой огромный коготь.
такого коршуна из сектора магии. Сейчас я Так, спрошу, что это. что Он это? говорит, утраченная доблесть, контракт на распознавание добра и зла, и показывает вниз туда, в портал. И там есть такая, я слышу, ячейка, то есть тоже такая, как компьютер такой, как будто бы в скале такая пещера, ну, в информационном Мгм. уплотнении в таком. И там тоже сияющая огромная книга. Что это за И книга? вот идет, что этот человек говорит, что это его контракт. И вот это слово странное звучит, передаст душу дьяволу. Вот как-то контрактно передаст его души дьяволу добродетели, способности распознавать. Ну-ка Я спроси, ему, почему он этот контракт заключил, согласился на него. он говорит, что показывает все человечество и говорит, что все в одной упряжке, освободились некоторые, и показывает в секторе, вот я слышу, божественного управления. Вот с правой стороны, сверху вот так вот. Так. А, Говорит, немногие смогли уйти от Люцифера. Я Теперь спросила, а кто ушел? Он говорит, ты ушла, показывает на тебя, потому что ты вот тут стоишь. м, И показывает на Женю, на других людей. И они вот так вот от меня, вот Женя вот здесь стоит, возле меня сразу. А дальше идут люди. Вот я наших клиентов узнаю. Вот потом Наташа стоит. Это, которую я солнышком называю. мгм. Вот. Она стоит. Люда стоит. Вот Вера стоит. И многие-многие. И потом такая толпа пошла. Такие стоят Так. один возле другого, и все с крыльями. А спроси у этого, чью книгу мы увидели и контракт, что ему Он мешает? говорит, это его. Да, что ему мешает освободиться, разорвать этот контракт? Он говорит, что он не живой, что он мертвый. Так, а он хочет принять нашу помощь, чтобы мы ему Но помогли он не разорвать? мертвый, он не мертвый, он живет сейчас. М, Сейчас я посмотрю, кто он. м. Я вижу, что он также связан и с сектором магии. Он говорит, что он слуга Люцифера. Так. Я ему говорю, что то, что он делает, это не то, что он, кем он является. Пусть он посмотрит на эту разницу. Вот он является светлым божественным ангелом, а то, что он делает, это его творение, и он может отменить это. И вдруг он видит, что у него на глазах вот этот, который считывается панцирь, вот этот имплант с этими гвоздями внутрь, он это начинает осознавать. Так. Передай, И что он может от всего освободиться, отказаться от всего да, чужеродного в своем пространстве, что он он живой. говорит, да, он говорит, ну я наломал дров и удивляется. Говорит, что они его обманули. Ну так спокойно, говорит, без всяких этих, как будто бы это не его касается. И Так. начинает сильно сиять. И вижу, как эта ниточка от него потянулась туда, в тот портал, к этому какому-то внутреннему солнцу. Так. Пусть он передает по этой ниточке информацию о том, что все души живые, и они могут отказаться выполнять эти все И функции. вдруг он берет как будто бы трубочку такую и смотрит, как в подзорную трубу, в такую трубочку смотрит. Я спрашиваю его, он вот так, а эта трубочка вот так движется, как живая. Я спрашиваю, что он делает.
а он говорит, что высматривает возможность освобождения. И я вижу, что он ищет, и он нашел контракт, который находится вот как в пространстве в замороженном. И он говорит, что он разорвет свой контракт на український, по-українськи говорит, на довічне ув'язнення. Так, а с кем он подписал этот контракт? Он Пусть говорит, что приказывает он появиться. придет и все расскажет. Мгм. Говорит, преждевременно. Хорошо. Тогда он может поделиться всей этой информацией с остальными душами, которые находятся в той же структуре, где и он находился. Так интересно, эта книга становится большая, и теперь он ее листает. А эта замороженная книга, которая была как бы в руках этого демона в секторе магии, она уменьшилась. Вот. И я услышала слово карантин. И что это сейчас означает карантин? Я вижу, что а, это много событий и люди, которые пережили вот эти катаклизмы, это не просто катаклизмы, это устроенные испытания для того, чтобы во время этих пожаров, наводнений, этих войн души вот так замерзают в этих ситуациях, и они как бы закрываются. Это свойство психики. И когда все люди это сделали, даже не все, какая-то половина, я вижу 51% этих людей вот так вот сделали, закрылись, то это все так схлопнулось, все пространство, и затянуло остальных всех. То есть я вижу, что этот карантин – это свойство божественных душ защищаться. То есть этот природный механизм был захвачен вот этими инопланетянами, пришельцами из духовной сферы. Они использовали точно так же, они продолжают использовать вот эти, мы это наблюдаем, да, детские травмы или что-то еще, с чем мы работаем, подсознательные контракты. Это свойство нашего пространства, оно вот такое, такие ячеечки. Я это шариками Мгм. называла, а оно считывается ячейки. Мгм. И также и говорят, семья, ячейка общества, да. То есть мы занимаем, каждый занимает, каждое вот это пространство или ячейка, например, свои роли разные, да, функции человеческие, память где-то там застряла, вот там, там, там. То есть это все ячейки, которые связаны вот одним целым. То есть вся эта информация одного человека, она доступна абсолютно всем, потому что все души связаны друг с другом невидимыми нитями, такой паутиной. Божественные души связаны одной паутиной, божественной матрицей жизни, а вот эта личность, эго – это то, что человека связывает и связывает его душу этими контрактами. Это тоже связано вот этой матрицей. И эта матрица, она пришла, воздействие было извне, а согласие на вторжение было получено изнутри, тогда, когда человечество поддалось на эти провокации. И я вижу, что это было связано, я слышу, с религиозным а, соитием, с демоническими сущностями. То есть я вижу, что вот эти ритуалы и этот человек, первый, который вступил в контакт с демонической сущностью, Так.
Я слышу, что Это та родил замороженная ситуация. демонят, да, родил демонят. То есть уже генетически были прописана и вот эта поломка. А так Мгм. интересно, А, вот наша Солнечная система, она, она связана между вот эти все объекты в Солнечной системе, они все связаны временем. Как-то интересно. Оно как будто бы время застыло, вот, и как бы в киселе в таком. Мгм. А найди сейчас то самое первое событие, того самого первого человека, который вот это вот соединился с демоническим, дал свое согласие. Самое первое Ну, во вот я вторжении. вижу, как женщина-пришелец танцует. Вот как танец живота. Вот она выкручивается, как змея. Вот, соблазняет. Ну, танец живота это Мгм. зачем? Для того, Да. чтобы соблазнить мужчину. И я вижу эту энергию, и я вижу, как она проявляется во многих женщинах, которые соблазняют мужчин, которые им не принадлежат, и которые, ну, запрещено им это делать. Так. И А они этот считываются, эти женщины, даже те, которые пристают к чужим мужчинам, как лесбиянки почему-то. почему? Как Сейчас я лесбиянки посмотрю, считается. почему. Потому что они отказываются от своего истинного, то есть от родственной души, и таким образом они соединяются с этой маткой вот этого Люцифера. Этот Бафомет, он же гермафродит, да, у него нет, Мгм. у него как бы и женские, и мужские а, принадлежности, как говорится, и это у него как будто женская матка, которая рождает. То есть это символ рождения новых, творения новых существ, новых пространств, новых энергий, которые служат как раз отрыву человеческой божественной души от ее сущности. Так, а вернись к этому царю человеческому, который первый Да, дал свое разрешение. Считай, он сейчас воплощен. да, он воплощен, он к нам приходил. Мгм. Хорошо. А тогда Изучить его имя Андрей. так. Сейчас, в тот момент, когда он нападает на эту лежащую женщину, что там происходит на тонком плане в этот момент, когда он поддался? Я вижу, что происходит вот так, как будто бы, э, а, ну, знаешь, есть, крючком вяжут такие салфеточки или что-то еще. И вот я вижу, как вот эта сеть, которая вот так идет из нижних порталов, ну, буквально как связанная сеть. М, И как будто бы такой крючок и затягивает, и считывается, завораживает внимание, завораживает и замораживает. И прописывается вот эта генетическая память в человеческом теле, присутствие духа. А Вот это спроси у этого семя вот это Люцифера. царя человеческого, он видит, на кого он напал, кого он там захотел, и Но мне к чему это почему-то все идет, привело. что его нет. Он еще вчера на сеансе был и рассыпался, а сегодня я слышу, что его нет. Хорошо. А как сейчас ситуация ну, что привело его согласие, и с тем, что сейчас его нет, как-то поменяло ситуацию в нашем пространстве? Ну, я вижу, что осталось как бы место такое, и заходит на это место кто-то другой. Кто заходит на это место? Приказывай ему Какой-то проявиться. снимает корону, считывается сын человеческий.
Говорит, что Кто он он такой? отказывается от блудницы, такой ангел с такими крыльями. То есть он Мгм. заменил это решение. Так это Женя Так. наш. Так у него Мгм. сеанс был недавно, где он от какой-то блудницы там отказался. Вот оно. Он встал на Так. это место этого Адама. Мгм. И что происходит сейчас со всей этой структурой чужеродной, магической, Я демонической? вижу, как эта блудница, она как-то, вот эта ниточка, которая вот так черная проникла и связалась с ДНК человека, она М. вот так распутывается и уходит обратно. И там это место так вот как схлопнулось, так пух, и нету его, расхлопнулось буквально вот так. М. И вижу, как этот царь сидит на престоле, а какой-то рог вот так из-под низу вот так его как бы поднимает. А он так вот смотрит вниз и каким-то кольцом, у него кольцо вот здесь такое с бриллиантом, как будто бы огромный камень, и он так сияет. И он берет этим кольцом и вот так перерезает этот рог энергетический, вот этот такой, как слизняк. Вот. И что происходит с нашим пространством при этом? И при этом я вижу, как он идет, просто и идет по земле, такими шагами большими идет по земле и сеет, сеет, что-то сеет. Сейчас я посмотрю. Ну, как сеятель, а он такой большой, большой. А М. земля не совсем круглая. Она как И будто бы что? такая, а, как грушка, вот такая какая-то. У нее есть впадины и есть еще такие выпуклости. Она вообще не круглая. А это ее естественное состояние? Она такая должна быть? Оно считывается искаженная реальность. Что это означает? Я вижу, что ее что-то, вот эти искажения ее толкают, и поэтому исказилась ее форма. Что это за искажение? Какая их суть? Это то, что мешает ей двигаться вверх по оси сознания. Есть такая ось сознания, вот она такая ровная идет, а планета вот так, все планеты вот так вокруг этой оси легко просто движутся. Так. А планету Земля как будто бы вот со стороны магии кто-то вот так вот толкает, и поэтому вся Солнечная система вот так накренилась и скрипит. Так, кто мешает двигаться планете? Кто ее там толкает? Я приказываю проявиться. Они считываются мошенники временем, и вижу, что клан Люцифера здесь на Земле, м, какие-то секты, и вижу, что это, я слышу, служители бога Люцифера, и вижу там такое скопище народу, и этот Папа Римский ходит с кадилом, с таким вот, и потом какой-то в черной вообще мантии читает книгу какую-то, а у него такой полумесяц на лбу. И это я вижу этот Каба, вот этот еще. И какие-то, как я уже говорила в начале, были, которые ну, в экстазе каком-то религиозном прыгают. Сейчас я посмотрю. Протыкают себя какими-то иголками. Считываются люциферианские секты, эзотерические. Так. Потом эти сидят в этих позах, ловят, кайф они ловят какой-то. Потом йоги ходят по огням, по стеклам. Так. Считывается это все как демоническое воззрение.
Вот они все вот в одной куче. И опять этот же ходит, как проститутка считывается, с этим кадилом. И крест вниз. Ну, это люди просто, ну, мессия– это миссия, а христианство– это антихрист, образно говоря. То есть это религия, которая со всеми ее сектами пришла, чтобы уничтожить миссию человечества, человеческой души, миссию освобождения. И я слышу расчленение добра и зла, то есть вот разделить и восстановить способность определения. Я слышу гипотетического будущего. То есть вот что закрыто для человека. Закрывает вот этот капюшон, этот карантин, способность видения. Люди не видят, не понимают и неправильно используют свое творчество, потому что каждый человек творец, для создания счастливого будущего и фактически работают на создание конфликтов, войн, всего того, что дает энергию Люциферу, этим пришельцам. Давай мы эту всю информацию отправляем в живое чистое пространство. И всех тех, кто мешает двигаться нашей планете, мы их всех проявляем на свет, Приказываем забирать их карму, к ним же применять так, все их и, воздействия. и последствия. И передаю информацию, освобождаем всех божественных душ. Да, открываем способность видеть живым душам, кто Но они, мы не можем это какие. сделать, но они могут выбрать это сделать. Мы можем подать, Передаем информацию об этом, что они я могут это слышу сделать. пример. Мы подаем пример, потому что ну, каждый человек, вот это всех загрести одним невозможно, да, то есть это мы подаем волю в наше пространство, а уже каждый человек выбирает, что ему делать. Так, и что происходит в нашем пространстве, особенно с тем 51%, которые закрылись в своих каких-то ячейках. Ну, я слышу, что достаточно 10, а потом идет 6% вот этих, я слышу, глобального сознания разума, Так, а чтобы сколько, предотвратить катастрофу, разрушение глобуса, Земли. А, Вот, так, 6%, 10%. сколько сейчас уже есть, считай. О, мало еще. Так, давай передаем всю информацию об этом, Даже и как одного бы процента нету. мгм. 0,5, вот так где-то. И передаем Я информацию об слышу, этом, обо что мы всем. пришли первыми. Мы пришли первыми. А кто это А, такие мы? Кто мы Ну, вот это такие? я тут, тут Женя, тут ты, тут все. Вот чего они так галдят? Почему они галдят? Спросим их. А, у них еще много подключек к головам, у людей еще. Они еще связаны с этой матрицей зла, еще не освободились до конца, а контракты расторгли и совершили как бы переход в измерение свободы. И вот этот капюшон, он разорван, вот этот карантин, он разорван, а вот этот карантин, он считывается племя людоедов. А вот эти светлые, они просто выходят. И это выглядит, как будто бы крокодил открыл рот, и светлое пространство вот выходит с этой морды.
из этого карантина. То есть уже на землю спускается как энергия божественная. Ты тут? М. Так, я здесь. Да, интересно оно выглядит так. М, А что мы можем сделать, чтобы этой энергии божественной было больше на нашей планете? Чтобы А ее вот больше заходило? я слышу просить поддержки у Первотворца, осознавать свое присутствие, и вижу, что в каждом человеке вот сияет, как звездочка, сияет тот же свет, который вот там вот так сияет, где я смотрю, где вот в сектор Первотворца считывается божественный разум. И я вижу, что человечество а, буквально, я слышу, пропало. Ш- Но ш- а, ну, это как мы делаем, мы просим друг друга помощи, да? Мгм. Мы друг в друга просим помощи, и точно так же мы должны просить помощи у своего высшего я и у Первотворца. Э, эм, Я слышу буквально так, как бы дать разрешение вторгнуться в наше пространство и э, помочь сделать выбор. Так. Какой выбор нужно сделать? Я слышу распределение добра и зла, то есть идет расчищение разума, и человек должен увидеть в первую очередь в себе а, и разделить, отделить свою божественную сущность от тех негативных программ, от того всего, что он натворил, потому что это не, то есть его творение, творение это не творец. Вот это сияющий Творец, мы попали в такую ситуацию, что сияющий божественный Творец, человек, натворил, а, скажем так, то, что должно по конам Вселенной быть уничтожено. А по конам Вселенной Творец должен испытать то, что он натворил. То есть по законам Вселенной, если Творец творит зло, значит, он должен быть, тоже его душа должна быть уничтожена, как неспособная творить добро, сотворять любовь. И именно сейчас идет такое разделение, и каждый может выбрать и изменить свое отношение, расторгнуть эти вековые контракты, которые буквально там заморожены. Вот, это же не зря вот эти библейские истории, да, про замороженное. Это оглянулась жена Лота и там превратилась в соляной столб. Мгм. Это же отголоски того, что происходит на самом деле. Да. Поэтому давай передадим информацию во все наше пространство о том, что здесь творцы, и они могут проявить свою волю и отказаться от этого всё чужеродной матрицы, всех этих демонических конструкций. А вот что интересно, вот карантин не распространяется на освободивших душу. И я вот это наблюдаю, смотрю. То есть карантин это касается тех людей, которые не расторгли свои контракты и я так и слышу, потеряли души, которые вот освещают и помогают это тем темным освещать их мир, поддерживать их жизнь. Это своего рода коллаборация. Так, и как этот карантин, воздействует на эти души? Ну, они просто уходят на уничтожение вместе с этими дьявольскими энергиями. То есть они заслуживают, получают то, на что заслуживают. Это их выбор. Потому что я вижу, что карантин был изнутри. Это не то, что все сопротивлялись, и тут их накрыли. Нет, они сами, человечество само позволило. Это точно так же, как зло где-то там ходит, может быть, этот абьюзер, но когда этот
абьюзер нападает на жертву, именно в тот момент, когда жертва реагирует, таким образом разрешает эмоциям как-то отреагировать, вот там происходит вот этот контракт. Вот точно так же это произошло и в глобальном масштабе, только это произошло от каждого человека, от каждой души добровольно. То есть за эти тысячелетия вот так втянули мало-помалу, это не в один момент случилось, это циклами такими, втянули все человечество в обман, оно так и звучит, в Да. депрессию, в обман, деменцию. И Давай вот так, обличим этот весь обман, эту всю деменцию, эти да. все пути, как втянули все человечество в это все. Мы все это обличаем, все это Да, проявляем и на я свет. слышу, да, культ служения Люциферу, да, вот это Да, мы его на поддерживается. свет, этот культ Люцифера, мы его на свет проявляем, просто вытягиваем это все на свет, полностью все это Ой, а что проявляем это и обличаем. случилось? Я вижу, как этот демон, который вы там над землей, над этим Ватиканом, у него почему-то начала гореть спина, а он похож на такую Годзиллу огромную. И вот эта вся спина горит Так, и что огнем. это случилось? Почему О, вдруг? а на физике это вот этот пожар в Калифорнии. Мгм. Я слышу, Так, что это начало. Вижу, что этот, знаешь, как обострение бывает перед выздоровлением, мгм, точно так же обострение вот всей цивилизации мгм. перед полным освобождением от Люцифера, от его планов. Так, и мы способствуем этому обострению, как бы Да, вкладываем туда свой вклад, чтобы оно прошло максимально экологично, в максимально короткие сжатые сроки, чтобы как бы человечество пошло на очищение, выздоровление, вот то, что мы можем сделать, как бы да, вот я вижу, как в делаем. этом этот пожар обличил на самом деле, ну, я слышу, как же это перевести на русский, бессмысленность этой политики, да, и этот Голливуд, это рассадник лицемерия, зла, и как эти дома, которые с палок, с говна и палок сделаны, да, но стоили миллионы, как они превратились в пепел Мгм. из-за человеческого, я слышу, блудодействия, там же эти демократы такого Так. натворили. Да, то А есть еще, и все люди начали видеть, что происходит. проявляем, знаешь, на свет а, вот саму суть этой войны в Украине, кто ее организовал, кто ее поддерживает, чьи там интересы, кто там деньги зарабатывает, кто ее до сих пор тянет, ну, чтобы она продолжалась. То есть кто там это все зарабатывает, кто там помогает, ну, как бы вот это все просто обличаем. Вот все на земном шаре, кто на этом просто наживается, внутри Украины, за межами Украины, вот просто их всех обличить, проявить на свет и призвать всю мощь кармы, согласно конам нашего Всесвіту, за все их вот эти деяния, бездействия, вот просто это И все все просто на войны. свет достать. Все Но это войны, ж, да, вот все. да. Но это же, знаешь, простой человек понимает, были подписаны эти договоренности, 5 гарантов Мгм. безопасности. Один нападает, а все остальные 4 стоят, ничего не делают и Обеспокоенность смотрят. выражают. Они, Мгм. да, да, да. То есть, а сейчас что, дают порциями оружие, так нет механизма, а должен быть прецедент. Вот такой дьявол появился, сразу его задушить на корню.
Нет, Ну, а они еще они, зарабатывают на этом, ну, как бы, конечно же. многие. Поэтому это все обличаем, и карму на них на всех, ну, как бы за это все, Вот, за и уничтожение народа запрещаем все войны. И не только в Украине, и вот эту всю на всей планете. коллаборацию на всей планете. Что происходит? Вот это дьявольское откусить, как это Чечня, Грузия, Молдова. То же самое, тот же самый сценарий в Израиле, по всему миру одно и то же, ничего нового. Разделяй и властвуй. Обличаем это и отправляем карму. Приказываю забирать все последствия войн, насилия, передаем всем живым душам информацию, чтобы освобождались и выходили с этих эгрегоров, с этих ячеек смертных, и чтобы переставали кормить своей божественной энергией эти демонические структуры. Передаем Да. всю информацию, как а, призываем, да, свет Творца на нашу планету. А, Просим а, помощи Женя, вперед Творца. Женя сидит и говорит, примеряет на себя кресло и говорит, что занял престол царя мира. Мгм. То есть, Ну, тогда пусть и действия совершает согласно своему. да, я говорю, если он царь, то пусть сейчас отправляет всех этих захватчиков обратно, закрывает все порталы, все разрешения, по которым они пришли. Я думаю, что это все еще будет раскрываться. Мгм. Да, и мы это способствуем, все это проявляем, все это, чтобы оно все достаем, где оно там Да, столько времени находилось, пряталось от и вдруг я человечества. вижу, как, знаешь, как это, как бусинка, планета вот так шух и выходит вверх. Мгм. Так, Вот, да, все больше понимания происходит. помогаем двигаться нашей планете, Мгм. да, в высшее пространство и развиваться так, как она должна развиваться. Я сейчас посмотрела, как ситуации изменились, и вижу, как этот демон сидит, которого там заморозило. А это колесо, оно крутилось, теперь оно начинает крутиться в обратную сторону, и вот эти ковши, которые вот так были, сейчас вот так стоят, и вот так вот дюк этого демона. Вот. Да, карму никто не отменял, и за каждое вторжение в пространство каждой божественной души, когда искусственным способом понижались вибрационные энергии, и когда потенциал эволюционный понижался каждой божественной душе, пусть отмеряет Творец и вся наша Вселенная карму за все эти преступления. Так, и увеличиваем этот разрыв этого капюшона, и сюда запускаем еще больше энергии Первого Творца. И я вижу, что это Солнце, оно считывается небесный карлик, оно потухло, потому что все души вышли. То есть в эфирном Точно. пространстве уже прописано это будущее, абсолютная свобода всем божественным душам. Да. Именно Закрываем да, все будет порталы, так. Да. да, Убирай все замороженные ситуации, мгм, поднимаемся максимально вверх, да, проверяем наше личное пространство, очищаем от всего чужеродного, закрываем все порталы. да, интересненько. А я стою, вижу, как мое внимание вот так сюда вернулось. А передо мной такой, как книга прозрачная. И я так шух-шух-шух-шух-шух. Что это ты делаешь? А я вижу, что я слышу вот эти планы, которые я создавала, когда была уранией, да, вот сейчас я их завершаю. То есть я это как бы сделано, вот это сделано.
И А вот это спроси, пространство меняется. так, а спроси, все мы сегодня сделали, то, что должны были сделать на этом Да, сеансе? сегодня все. И я говорю, что мы сегодня отменили, печать, э, дьявола. А что это О, такое? Что это за печать а. дьявола? А вот эта штучка, вот эти празднования Сатурналии, которые празднуются каждый год, это же на честь бога смерти Сатурна. А, эти христиане празднуют, эти все праздники никакого отношения к миссии человечества или к этому человеку, из которого они сделали культ Спасителя, не имеют. И я вижу, как эта печать, где там рисовал этот Папа Римский своим хвостиком, вот этот перевернутый крест, и этот М, ребенок, оно просто вот как исчезла, эта печать. И она как будто бы ну, не просто исчезла, а вот так вот как прожгло насквозь. То есть это кармическая ответственность и потянула вниз всю эту мантию. И эта мантия белая, гипнотическая, которая закрывала истинное лицо этого магического культа, вот, оно вот так потянуло вниз. Я очищаю все наше живое пространство от последствий этого Культа, воздействия и от этого культа, и приказываю гипноза. всему этому культу, который распространился по всей нашей земле в разных вариациях, и всем этим служителям, и всем этим эзотерикам забирать их карму, Так, вот, и и ш выходить с этих эгрегориальных структур, возвращаться к своему свету, к первотворцу жизни. и что происходит? Я вижу, как этот капюшон, карантин, он вот так порвался и вот так закручивается, он уходит. А Ясно. вот эти закручивается, посмотрела, почему она так закручивается, как эти свитки старые закручиваются, да, только черные. А оно считывается догмы протестанства, то есть протестанство, протеста против Бога, Творца Всевышнего. И оно вот так закручивается, разрывается и уходит. На смену догмам приходит живое понимание, живое сознание человека. Мы передаем информацию, чтобы каждая живая душа освобождалась от всех этих замороженных ячеек, выходила в самое светлое пространство и Да. поднимала все наше человеческое сознание на новый уровень и создавала эту ноосферу, о которой еще пророчествовал Вернадский, и которая сейчас создается нами. То есть это новое мышление, которое поднимет планету вместе и с животными душами, и с душами минералов, растений на совершенно новый уровень развития. Мгм. И мы делаем все, что мы можем для этого. Ну Так, да, шаг за шагом. Это как хорошо. слои в луковице, по чуть-чуть. Так, отсоединись от всех и от всего. Да? Поднимаемся максимально вверх. Мгм. Проверь свое пространство, все замороженные ситуации, очисти от всего Да, я все чужеродного, убрала. закрой все порталы. И наполняемся энергией жизни, любви, гармонии, света Первотворца, Мгм. молодости, благополучия, достатка. И я посчитаю от 1 до 3, и ты вернешься в физическую реальность, с которой я с тобой разговариваю, и будешь чувствовать себя великолепно. Учесть, что мы сюда пришли добровольно, знаешь, согласившись на все то, что мы вот это вот потом разгребаем, рассматриваем, что ж там такое было, то, Да. конечно, не зря. Мгм. И главное, что оно уже на финишной прямой.